Mediasets. Окей. Всем привет, Всем привет. ребят. Это уже 12-й или 13-й, если я не ошибаюсь, еженедельный выпуск подкаст. Мы уже прям долго занимаемся этим. Да, пропустили, к От себя сожалению. хочу поблагодарить вообще всех, кто нас смотрит, поддерживает на Ютубе, в Твиттере, на Абстракте. Мы только рады, что вы нас поддерживаете, что вы за нами смотрите. И мы всегда рады поделиться свежими новостями. Прошлую неделю мы пропустили, но у нас на прошлой неделе не так много новостей было. Поэтому, в принципе, я думаю, что сегодня мы будем отдуваться, и у нас есть что рассказать. Да, Сильно закручивать, перекручивать все это не будем. Постараемся уместить это все лаконично. Я думаю, в часик, может, даже быстрее. да, Поэтому, попробуем. Можем сразу к теме. Давай переходить к да, рынку. Что ты вообще думаешь? У нас там рынок NFT на дне просто валяется. И вообще просто по криптовалютный рынок тоже так. То туда, то туда штормит, короче, страшно. Что думаешь? я думаю, что мы с тобой уже частично поговорили на эту тему, увидели график. Было бы неплохо, если бы у тебя получилось зашарить свой экран. Ты бы Давай, сейчас. открыл, мы бы его сразу же увидели. Сейчас. Но мой вердикт остается все тем же. Это приблизительно мы сейчас находимся на дне, и на NFT-рынке сейчас такая затишье, спад и все остальное. Отчасти и фат какой-то идет, но я думаю, что от текущих значений в целом капитализация может вырасти. Ну, мой экран можно вывести сейчас или нет? Пытаюсь. Пока не грузит. Вон было вроде. Есть. Есть. Давай я зайду на CoinGecko, сейчас покажу ребятам. Ситуация у нас такая по рынку NFT. Если открыть график максимальный, за все время существования NFT получается, то мы просто на лоях. То есть мы видим, что такое у нас было когда в 23-м году, вот тут было у нас в 25-м, но ниже мы никак как бы там плюс-минус 5-10% не падали. Поэтому, в принципе, как бы есть хороший шанс, что от этих значений, плюс-минус 10%, скажем так, мы можем отскочить опять куда-то в эти значения там. И сколько это будет, получается, процентов приблизительно от текущих? Смотри, Как если раз, я сейчас... думаю, там 3 икса, да? Да, где-то так. Как бы почти 3. Вот, то есть у нас тут было 8, да, у нас. Тут у нас сейчас 3. Вот и считайте, почти 3 икса. Но, опять же, у нас не было как такового NFT-сезона, да, как у нас был в 2022 году. Будет ли он сейчас или нет, не знаю. Но я думаю, сильные NFT по-любому выживут. Типа это 100%. Я думаю, да, байки, баджи, у нас OG-коллекции и все остальные, и у нас потихонечку появляются новые коллекции, которые себя очень хорошо зарекомендовали. Я бы хотел выделить Good Vibes Club. Мы тоже с тобой лично об этом разговаривали. О них. И, действительно, себя они показывают неплохо с момента выхода. От них никто не ожидал такого графика, такого роста. Грубо говоря, там мы на дне, по-моему, за 0,079 стоили NFT и пошли там пробивать один эфир. И вот мы потихонечку падали. Я думаю, плюс-минус этот график можно сопоставить с графиком NFT маркеткапа в целом, потому что у нас вот есть откатики, есть взлеты. Да, И еще... в целом, это свежая коллекция, у которой есть очень довольно успешный, один из самых успешных, на мой взгляд, стратегии токенов. Вот, это коллекция, которая пошла по пути, если я не ошибаюсь, как чимперсы, то есть они свой токен не выпускали, они сделали токен стратегии как своим основным. Да, и в целом коллекция выглядит очень бодро, коллекция выглядит свежо, хорошие фаундеры, хорошая поддержка, хороший комьюнити. Вот. Из других свежих у нас на горизонте буквально неделю назад появились очень интересные NFT. Сейчас явно у всех на слуху. Они вышли на эфире, они вышли с фримента, но на самом деле он не такой был фришный. Он стоил, гарантированный минт стоил порядка там $150 за большой средний, за средний бокс. Один давали GTD, и получается там порядка 250 за 2 GTD минта. Вот, эти коробки стоили такую цену, потом они дали 10 иксов,
когда вышла инфа, что гарантированный минт будет, и мы начали торговаться, там порядка 0,27 эфиров, то есть 0,3 почти. Это изначальная цена была этих NFT до ревила. Сейчас мы откатились, и потихонечку мы видим, что, как я и говорил, посмотри, сколько сейчас флор именно в долларах. Текущие цены эфира $263, да. Вот вчера мы вечером смотрели на них, приблизительно за $185-190 можно было офферами их подбирать. Вот, поэтому потихонечку откат начался, коллекция довольно-таки свежо выглядит. Единственное, что люди ждут Дискорда, люди ждут активности, пока ее не так много, но, в принципе, NFT Strategy уже вышли на них, и я думаю, что потихонечку они будут улучшаться. Кстати, первый, который по флору стоит, очень даже такой симпатичный, прикольный волосы. Я бы себе такого взял. Да, еще можем поговорить, про NFT рынок, да, ждем в какой-то момент, я думаю, откат должен быть. Еще по эфиру биткоину, по всем криптовалютам, мне что-то кажется, если честно, что мы должны тоже увидеть какой-то откатик, неважно, будет у нас продолжение бычки в 2026 году, там, или полноценная медвежка, но как минимум откат наверх. Обычно до Нового года у нас идет небольшой спад от середины месяца, середины декабря, поэтому... Может вполне быть, но у нас обычно и летом спад, но ты помнишь, что у нас было этим летом, все, а может быть это будет уже в следующем году, но какой-то откатик я ожидаю увидеть, мне кажется, 100% должен быть какой-то сюда. Вот. Ну да, в принципе, согласен. Сказать по рынку, сейчас давай экран остановлю. И хотя не ставлю, я его просто буду... Окей. Хотелось перейти к следующей теме. У нас было несколько событий с Луканетсом, связано. У нас был вчера подкаст у него с Максимусом, до этого был колл с холдерами, много всяких новостей. Наверное, начнем с самой свежей новости. Что такое SC? Что это такое? Твои версии? Есть версии, да. Мне очень понравилась версия Эли на самом деле. И это очень подходит под интервью, которое было с ним. То есть концепция, что это stablecoins. И, в принципе, с точки зрения институционалов, это будет действительно причина приходить на абстракт, вкладывать свои деньги, не бояться за них, и при этом стейблкоинами зарабатывать какой-то процентный доход, который явно больше, чем ты положишь свои деньги в банк, грубо говоря, под процент. Вот. Ты думаешь, в принципе, такое может быть, такое могут реализовать, это будет достаточно круто, это будет вообще, очень буллиш для абстракта. Но не факт, что именно это и будет. Тут только гадать остается, либо ждать. Поэтому я думаю, что пока это такой хайп-слоган, который в ближайшие недели будут обсуждать, но я думаю, нужно несколько месяцев, чтобы узнать все-таки, что это. И уже сделать итоговый вывод. А как тебе вариант, что это может быть Sequoia Capital, фонд, который, может в теории, Луканец много раз говорил, что мы ждем инвестиций, то есть в теории, и он сокращенно SC, получается, подходит. Может быть, они инвестировали в Калша, Лярд, 1 миллиард, хотелось бы хотя бы 100 миллионов какие-то в абстракт, может быть. Я думаю, что тоже такой вариант, в принципе, вполне возможен, потому что у нас шли разговоры о инвестиции в абстракт, о привлечении, и нам все обещали эту новость. Как раз-таки отчасти Sequoia очень даже подходит. Поэтому, в принципе, что тот расклад, оба они буллиш для абстракта, то есть, интересная новость, интересный такой хайповый моментик, поэтому я думаю, что мы не разочаруемся в любом случае. Хорошо, что еще ты можешь выделить именно с подкаста или с митинга для холдеров? Подкаст был буквально вчера, я бы просто еще прошелся по Art Basel, что это был, наверное, первый Art Basel, на котором не было никаких масштабных таких крупных анонсов. Не было ничего. Но при этом всем нам рассказали про партнерство с НХЛ будущее, которое запустится в начале следующего года, если не ошибаюсь. Вот, это очень буллиш. В принципе, это на уровне, наверное, с Формулы-1, потому что любителей НХЛ тьма, куча. Вот, мне очень понравилась позиция их с игрушками, потому что они сейчас хотят выходить на более такой, не то что премиальный, но просто более качественный уровень игрушек,
чтобы это был как бы не совсем предмет статуса, но в принципе, как С сказать, твоим это Ванеком будет любимый. повышает, да, это повышает, скажем так, репутацию команды, когда она выпускает более качественный товар в любом случае. Поэтому это буллиш, и игрушки – это то, что пингвинам приносит деньги, это то, из-за чего дети узнают, подрастающее поколение узнает про пингвинов. И вот представьте, буквально через 10 лет, когда дети, которые вырастали с книжек и игрушек пингвинов, придут покупать своих лил паджи или больших паджи. Вот. Либо родители, которые им будут покупать, скажем так, Было вместо бы квартир круто. там или машин. Вот. Поэтому, будет круто. Я думаю, что такое вполне себе в ближайшем будущем, в далеком, скорее, не прям в ближайшем, можем Да. увидеть. Поэтому они работают в хорошем направлении. Все эти коллаборации как бы каждый месяц анонсируются, но это в первую очередь все-таки развитие экосистемы бренда Igloo и Pudgy Penguins, но не совсем относится к абстракту. Вот. В принципе, мы видели их бокс с мерчом, который все-таки зарелизился на абстракте. Мы видим, что уже сейчас выходят SBT-шки новые Да, кстати, тоже. на абстракте. И вот потихонечку начинают эти все две экосистемы, грубо говоря, переплетаться. И на самом деле, чем больше таких переплетений будет, тем лучше для абстракта, потому что, конечно же, холдеры больших, маленьких пингвинов – это довольно-таки… люди при деньгах, скажем так, в криптовалюте. Да. Не каждый человек без денег будет покупать NFT за 2000, а то и за 15 тысяч долларов. Вот, поэтому, в принципе, тейк такой. Я бы еще отметил с этих всех последних событий с Луканетсом, наверное, то, что ETF уже готов как бы на финальной стадии, то есть ждем, он будет, там задержки некоторые происходят, но так-то он готов, плюс IPO, что, скорее всего, оно тоже когда-то произойдет. Если оно действительно произойдет, я думаю, что все пингвины очень хорошо как бы покушают, если они там вначале смогут купить эти акции, потом они продать. Это как бы прям, мне кажется, Да. топ-топ-топ. И еще самое главное, то, что все боялись там разлока Пенгу, который вот будет на следующей неделе. В итоге Самый крупный. Да, в итоге разлока не будет, и это все монеты выкупятся, компания Eagle. Как бы это тоже как бы хорошо сложится на абстракт. А то, что ты говорил, вот то, что, там вот эти боксы, игрушки, это все связано с пингвинами, пингвинами больше, чем с абстрактом, но все равно это все как бы взаимосвязано. Если пингвины добиваются успеха, абстракт тоже добивается. Я бы так не сказал, потому что, условно, смотри, холдеры пингвинов могут кушать на других airdropах, таких как Нат, остальных, и, как бы они просто холдят и получают за это ревард. Но ничего их не сподвигает заносить деньги в абстракт, приходить в абстракт. Вот. С появлением СБТ, с появлением там боксов и тому подобного, мы видим все больше и больше людей, которые приходят с экосистемы Паджи, при этом которые ранее не взаимодействовали с абстрактом. И Лука уже не раз повторял, что для Паджи-холдеров самое время, кто не заходил в абстракт, сейчас заходить, и потому что в ближайшее время будут выходить коллаборации, продукты, которые будут очень топового уровня, скажем так. Вот, поэтому ждем. Я бычий настроен, в принципе, на рынок, на абстракт и в целом. Поэтому… Окей. Вот Можем все, что я думаю. К следующей теме по поводу Камбрии. Я так понимаю, ты не играешь в Камбрию, на тебя это не похоже. Ты в прошлом сезоне играл просто с утра до вечера. Что произошло? И как вообще, что происходит там в сезоне? Расскажи. Если честно, я поиграл в этот плейтест, когда еще там никого не было, потому что я холдер NFT, и, я кайфанул, я себя порадовал, вот, но меня не хватило. То есть я думал, что классно будет писать посты, классно будет играть, стримить, за это там base reward получить каких-нибудь там 0.3 ETH условных, как в прошлый раз, может быть, даже чуточку больше, потому что там сейчас больше секций, за которые дают награды. Вот, но я в моменте просто нашел, скажем так, виды деятельности, которые мне приносят денег больше, чем день рыбалки, там, гриндинга в Камбрии. Вот, и, в принципе, опять же, я вспоминаю себя, как это бьет по нервам, как это, опять же, как бы риск to earn все-таки, ты жадный, пытаешься забрать как можно больше масок, тебя убивают, ты выходишь из себя, ты себя так проявляешь на стриме, как бы
не то чтобы мне не хотелось свои эмоции на стриме выплескивать, это все гуд, и как бы игра очень крутая, и, в принципе, потенциал заработать вполне себе очень даже хороший. Вот, просто я вот буквально за 3 дня, который мог играть в Камбрию, я там порядка $1500 заработал на своих там движухах, проектах. В принципе, нервы мои в порядке, вот, и, скажем так, я более чем спокоен. Вот, поэтому немножечко другое для себя я направление выбрал. Немножечко про Твиттер сейчас подзабыл, но буду возвращаться. Сейчас все-таки первоочередная у меня цель – это денег заработать. В принципе, Камбрия под это подходила, но, опять же, свои издержки тут точно есть в плане моральной составляющей. Ну, то есть после Камбрии я помню, что я отходил 2 недели. Ну, тут плюс-минус за 10 дней из гринда, я думаю, было бы плюс-минус так же. Поэтому я лучше буду в рынке, я буду следить за всем, искать классные штуки для отработки и подсвечивать их. Окей. Я, кстати, тоже скипнул. Я хотел очень сильно закинуть Painmaster. Мне кажется, что все, кто закидывали Painmaster там первую минуту, они очень хорошо там, ну, получат заработка, там, типа, в процентах, там, 20, 30, 40, не знаю, сколько точно. Но, к сожалению... Но там очень все лагало, и нельзя было купить на старте, поэтому я отказался от этой мысли. Я тоже отчасти поэтому я тоже не начал. Я просто был не за ноутом в тот момент, и поэтому как-то я забил потом в итоге, в принципе. Но ничего страшного, но думаю, кто закинул, они там свое получат. Окей, можем... А сезон... Сейчас добавлю еще. Про сезон я решил тоже не играть, но слишком много... Ну, тратить надо сил на это, скажем так. Окей, тогда перейдем к теме, чем ты занимался во время того, как все играли в Камбрию. Это, я знаю, что ты изучал проект G-Boy. Как-то так он называется? Ты там писал? Ну, это проект Neoco, да, называется вообще сам по себе. Давай, да, наверное, было дело. Будешь рассказывать Я сейчас. прям 2 ночи сидел и изучал их твиттер, изучал их сообщество, и, в принципе, да, сейчас я... Так, нам нужен Magic Eden, получается. У меня почему-то не загружается. Экран? Угу. Заново запустить? Попробуй. Давай, сейчас. Share screen. Ну, сейчас. Есть. Все, отлично. Угу. Так, как у нас он называется, этот бейдж, чтобы я его открыл? Я его в топе сейчас. Посмотри 7 дней топ. Ага, давай. 7 дней. И он по-любому тут должен быть. Да. Вот G-Boy Base. Вот этот проект у нас. Ну, это основная их коллекция на данный момент, которая по факту являлась фриментом, грубо говоря. И было, ну, то есть их бесплатно раздали пользователям, которые поддержали проект в первые дни. Грубо говоря, есть несколько тиров бейджей, можешь посмотреть, пролистать. Тут есть бабочка. Да, вот она. Вот есть самая начальная змея, и ниже у нас будет кролик. Вот, кролик достался 200 самым первым людям, которые поддержали проект, оставили комментарии, подписались, зарепостили. Не знаю, но какие-то там были критерии, скажем так, первые поддержавшие. И, по-моему, бабочки там в районе 400 человек получило. Это, получается, после первых 200, которые поддержали. Ну, вот. И, получается, змея досталась всем холдерам бабочек и этих кроликов. Кроликам 2 змеи и бабочкам 1 змея. Вот такое распределение у них было. Вот, и у них было обязательное условие, что если, ну, ты получил 1 либо 2 змеи, и твоя задача этих змей не продать, а именно отправить людям, которые могут помочь комьюнити расти и тому подобное. То есть тебе нужно было бесплатно найти человека, 1 либо 2, которым ты этот бейдж отдашь. Вот. Если ты это не сделал, был там дедлайн, по-моему, порядка там 10 дней, то ты исключаешься из лидерборда. Вот. Ничего себе, они придумали. И, получается, у нас буквально вчера закончился обратный отчет. Было 2 дня на то, чтобы все эти бейджи отправили обратно разработчикам. В итоге отправили 76% всех бейджей, там 1100 с чем-то, коллекция там 1500 supply. Вот, и люди там с рынка выкупали, вот как я самый обычный выкупил и отправил девам. Вот, и получили себе на главной там странице сайта
статус, то есть там Twitter кошелек коннектишь, и ты получаешь себе типа тир, грубо говоря. Но он там не прям тиром расписан, он там фразой. Типа you fucking G, это там самый крутой тир, или там cutie, там beginner, там, ну что-то такое вот у меня там. Это типа начальный тир. Вот. На эти тиры влияло то, как вы постите в Твиттере. Чтобы этот тир получить, обязательно нужно было холдить бейдж, любой. Вот. Если вы докупали бейджи с рынка, если вы докупали боксы, которые у них совсем недавно выходили, там буквально неделю назад физически, с игрушками, вы, получается, улучшаете свой тир. Вот, грубо говоря. Ну и в итоге из этого складывается тир, и все, кто не отправил, они также исключаются из лидерборда, а лидерборд, это, скорее всего, будет eligibility на получение airdropа, потому что уже совсем скоро, говорят, 13 число, все говорят про 13 число, это уже завтра. Вот. Что будет с бейджами, вернут их обратно, не вернут, но в любом случае я уверен, что даже если их не вернут, то мы получим локацию токенов на дропе. При этом, прикинь, исключаются люди, которые не разослали свои змеиные бейджи, там их продали, исключаются те, кто не отправил, и у нас уже остается не так много людей. Вот. При этом я еще на вторичке там докупил бокс за $250, там 3 штуки в нем. Они, наверное, немножечко могли укататься. Не знаю, 120 сейчас, да? Они? Они, 120 было, 95 было. Ну, вот на обычный бокс был минт, получается, $100, на бокс из 3 был минт $250, и на бокс из 5 был минт $400. Ну, такой вот. То есть на 3 бокса $50 скидка, на 5 боксов скидка $100. Ну, в итоге сминтили... Ну, короче, я посчитал, там на Magic есть эта коллекция, там видно, сколько каких боксов. В итоге, по моим расчетам, там порядка $800 тысяч чистой прибыли, ну, получила после продажи этих боксов. Вот, ну, грубо говоря, распределение токенов, опять же, будет и на эти коробки, но, скорее всего, если вы просто купили коробки, но у вас нету бейджа, то не факт, что вы получите этот токен. При этом всем они уже анонсировали, ну, как бы сам фаундер говорил про то, что они хотят также запустить main-коллекцию не бейджи, а вот именно там PFP с их, говоря, IP, с этим вот джибоем, да, но это будет после токена. И я думаю, что это, скорее всего, будет эфир, и, скорее всего, все те, кто отправили сейчас бейджи, они, даже если их не получат, они получат BTD минты, и поэтому, в принципе, я в эту тему залетел, я в эту тему вложил 6 солан. Я, в принципе, считаю, что, ну, X2 можно увидеть больше, можно увидеть меньше, можно не купиться на токене, но в целом в долгосрок очень хороший комьюнити, очень хорошие девы, они в прошлом работали над Doodles, и также там один вроде у них там дев либо программист, он работал в Амазоне. Вот, то, что мне удалось по ним выяснить. В целом, хорошая команда, которая пошла не по пути хайпа, а которая реально раздала бесплатные NFT. Чтобы ты понимал, они за один месяц порядка $40 тысяч только с 5% комиссией на бейджи. То есть там объемы были. Это вот топ-коллекция за месяц OpenSea. Очень интересный лор у самого IP. Очень крутой сайт. На сайте есть Create, там можно за $5, по-моему, порядка 20 AI-промптов задать и сделать изображение. Там есть кнопка Create, вот, PFP-шку закинуть. Ну, то есть, опять же, это все учитывается в твоем профиле. То есть, если у тебя есть бейдж, там было конкретно написано, какие коробки, сколько коробок ты держишь, сколько ты сгенерировал изображений. Вот, ну, поэтому, как бы, я даже фишку поменял, ты видел, он у меня теперь в капюшоне. Поэтому я залетел к ним в чат, я увидел там Top and Flow, я увидел там поддержку от классных ребят. Вот. Никс ЭТХ, если ты слышал, очень классный пацан. То есть и Web3 Playboys комьюнити, там ребята залетели. Еще из абстракт-движухи Камол, может быть, знаешь тоже такого парня, довольно-таки популярный. Вот. Поэтому все поддержали, все буллиш. Я видел даже, они там все на своих страничках в свое время разыгрывали вот эти вот змеи, типа, ну, кому отправить бесплатно. И я видел эти посты и даже не комментировал их, блин. Ну, то есть я вообще эту движуху пропустил, в итоге пришлось вот за 4 слана выкупать. Хорошо, скажи, вот ребята, которые это пропустили, могут ли они что-то сейчас сделать, чтобы там заработать, или уже никак?
Я думаю, что самое главное для нас, для обывателей, и для меня там в том числе, чем я буду заниматься, это снайпить токен на лаунче. Я уверен, что на него будет спрос, даже если он стартанет там с буквально там миллиона, там 2 миллиона капы, его разогнать на Solana могут там до 10, до 20, а то и выше. Потому что это крутой IP, это то, о чем говорят, это что-то похожее на Vox, ну, то есть это такой, скажем так, феномен, когда буквально ребята с ни с чего появляются, казалось бы, да, хотя, ну, они все в крутых в командах были, и у них есть опыт. Вот, они просто раздают бесплатные NFT-шки, и такой хайп вокруг самого проекта вырисовывается. Вот, поэтому на этом хайпе я думаю, что токен будет лететь. Ну, в принципе, я думаю, сделают плюс-минус справедливую раздачу, ну, в плане того, что не будут в стакан давать. Плюс, опять же, холдеры, ну, вот представляешь, отправляли свои бейджи, они там откупали их с рынка, хотя получили изначально бесплатно. Ну, как будто бы они не те, кто... это не экстракторы, которые за месяц не продали ни одного бейджа, грубо говоря, да. Это люди, которые верят в проект, и, скорее всего, они будут держать свой airdrop. Может быть теория. Не, но проект интересный, действительно стоит внимания. Не знаю насчет там, что там с ним делать, это каждый решит сам, но то, что обратить на него внимание стоит, это 100%. Спасибо за информацию. Можем тогда, знаешь, в принципе, подробно ты все рассказал, спасибо тебе. Перейдем к следующей теме. У нас в абстракте добавили, да, новый тир, Obsidian. Что ты думаешь, Да, последний ли это тир или нет? Будет ли еще новый тир? Ну, учитывая то, что как размывают экспу, ну, хотелось бы надеяться, что это все, это конечное. Я думаю, нет. Obsidian. Я думаю, будет еще... Опять же, все зависит от того, когда абстракт выйдет, и сколько людей добьют Obsidian. Если это будет там больше 50 человек, и условно до ТГЕ еще неизвестно сколько, ну, понятно, что они там будут Coming Soon еще один тир добавлять. Да. А как Вот, думаешь, у нас ТГЕ, наверное, вряд ли, да, уже в Q1 будет на самом-то деле. Ну да, сомневаюсь. Поэтому и, скорее всего, и будет новый еще тир какой-то после Obsidian, не знаю даже какой. Не, ну Obsidian 5 миллионов, по-моему, если не ошибаюсь, стоит. А что такое 5 миллионов для людей, которые по 300-400 тысяч, да, получают XP? Ну, это более 3 месяцев. Ну, то есть это прям квартал целый. Ну, они же Ну, уже... Ну, условно, в Q2 запускается дроп, и все. Ну, заканчиваются на Obsidian тире, скорее всего. Ну, глянем, смотри, подожди, если летать, если 400 тысяч, да, ну, вот снова округлим до полумиллиона, то получается 1 миллион 2 недели. Тебе надо 5, да? 5, получается, у нас 10 недель. 10 недель им надо. 10 недель – это 2,5 месяца. Ну, или 3 месяца можно, да, взять. Ну, как ты не сказал. так много сейчас людей, которые 500 тысяч за неделю получают. Там всего, это наверное, 30. 2-3 человека. Да не 2, не. Ну, мы только ноунейма Не, знаем. у остальных 300-400. А, 300-400. Тогда. Да. Окей, Это про Obsidian поговорили. У нас еще, видел, запустилась игра Бириши. У нее сразу... А я сейчас ее стримлю. У меня блинка стоит. Ты играешь параллельно? Не, ни в коем случае, я против лутки. В целом не заходил, звучит неплохо, клипы делаете, отправляйте своим друзьям в Твиттере, просите их зарепостить, получите за это кситы, получите за это токен Бириши. В целом это выглядит неплохо. А свои деньги там тратить я не рекомендую. Полностью с тобой согласен. Игра, конечно, выглядит красиво, прикольно они сделали, но играть смысла нет, то есть оно дропом Бириша, мне кажется, никак не отобьется просто то, что вы потеряете там. А смартово, да, вот есть турнир к Ситике, там сделайте, сыграйте 1, 2, 3 раза условно, сделайте какой-то клип или просто расскажите про игру, там запилите, постик в Твиттер, придут вам кситы там, и может что-то на ТГЕ получите, как бы. Ну, там надо в топе держаться, то есть побольше постов делать. А вы просто в день запускаете, видос делаете, условно там на минималку заходите. Не знаю, можно контента напилить, я думаю, можно с других стримеров напилить контента. Поэтому, если хотите, это неплохой шанс. Я думаю, что тем, кто держится в топе, можно спокойно там нормально денег поднять будет. Согласен. Можем тогда, знаешь, к чему еще перейти? К другой NFT такой нашей любимой коллекции, скажем так, это плейбои. Плейбои, как Final Boss ты сказал? Я думал, Фат-боссу. Фэтбоссу.
это в сердце у нас любимое. Про Playboy просто сейчас некоторая информация, да, немного закрытая там с Дискорда и так далее, что они вроде как готовят токен, да, там трейды новогодние. Может, это ты про это знаешь? Да, в целом знаю. Мы с фаундером в личной переписке много чего обсуждаем. Вот, не знаю, ему очень нравится пропуск в Fortnite, он хочет сделать что-то похожее для плейбойсов, где ты можешь на каждого плейбойса взять пропуск и, грубо говоря, выполняя там какие-то ежедневные активити, просто лутать бесплатные трейты высокого качества, очень крутые. Вот, ну, опять же, все эти трейты – это тема в долгосрок относительно, в том плане, что, ну, то есть, во-первых, это сиюминутный хайп, в том плане, что они привлекают топовых артистов с разных сфер. Тут у них появился художник, который рисует в стиле аниме. Вот. И в целом это под азиатское комьюнити нацелены они. Вот. Привлекать людей новых. Этот художник, очевидно, будет у себя в соцсетях это все пиарить. То есть, в принципе, новые холдеры будут приходить за счет этого. Также в целом сам бренд Web3 Playboys постоянно растит охваты свои в Ютубе, в ТикТоке, в остальных соцсетях. И я думаю, что просто они стараются стать таким крупным масштабным брендом, который вырастет на абстракте. И в целом при таком раскладе в долгосрок эти треды будут иметь спрос, потому что они сжигаются навсегда, когда ты их используешь, их становится все меньше и меньше. И на вторичке может оказаться спрос на них, особенно когда объемы пойдут и начнут давать за эту коллекцию XP. Ну, за нее и так дают XP. Или ты имеешь в виду за трейты XP? За трейты, именно за трейты. Все. А за них могут давать, как ты думаешь? Если будут объемы, то да. Мы это уже тоже обсуждали. Я уже забыл. Окей, ну, а так Ну, не, я в плане, мы обсуждали это с фаундером. Все, понял. Я думал со мной. Но я тоже своего рода фаундер, как бы. Так, окей. Но на самом-то деле, да, и Playboy, то есть ты его холдишь, как бы есть потенциал для роста. Ну, за счет Конечно, того, что... я поэтому вообще к ним не прикасаюсь. Я уверен, что мы увидим совсем других значений. Весь NFT-рынок может развернуться. Куча инвесторов извне, которые будут видеть, как проект развивается со стороны. Просто вот человек новый зайдет, пролистает их твиттер, увидит, сколько у них трейтов, сколько у них художников, что они сделали, как у них в соцсетях. Я думаю, может просто взять и свипнуть там 50 штук по флору. А в принципе у плейбойсов не такой большой supply, у плейбойсов не такое большое количество залищенных плейбоев, поэтому, я вижу много холдеров, у которых там сейчас по 50, по 80 плейбойсов, которые реально верят в проект, поддерживают. Я видел человека, который Камбрия земли там в стакан дает, плейбоев идет откупать. Поэтому, в принципе, тут у каждого своя стратегия. Я изначально на пресейле взял 25 штук, даже больше, я просто раздал там часть своим ребятам. Вот, и, в принципе, я со своими 25 не хочу расставаться, потому что я, во-первых, потеряю роль, во-вторых, да, в принципе, у нас там еженедельные там созвоны для именно гигачат-холдеров, у которых 25 плюс фаундером, вот, и, движуха крутая, я же там еще и в VIP-комьюнити стою, так как я Genesis их NFT держу, пропуск за 0.5 эфира. Поэтому в плейбойсах я засажен, но при этом это очень крутое комьюнити, очень такое большое количество инфлов привлечено. Они, правда, пока молчат, но я думаю, когда начнется хайп, они сделают свое дело. Но вы еще не забывайте, что если вы холдите плейбоев, то вы параллельно лутаете экспу, там примерно один Конечно. плейбой там 1000 XP дает, плюс-минус. Точно, да. То есть ты все равно зарабатываешь условно на пассиве, и у тебя есть вариант, что абстракция вырастет, то есть плейбои вырастет там из-за того, что XP дает, или там плейбои что-то там придумают, и тоже вырастет флор. То есть у тебя как бы вин-вин вроде как история. А скажи, а токен, когда он вообще может у них... насчет токена не знаю, вот он мне даже про него... У нас не шел разговор за это. Я думаю, что не прям в ближайшее время и не на таком рынке. Короче, в какой-то перспективе, что это может быть. Это просто в перспективе, что как бы IP растет, и в принципе есть место токену. Вот. Окей, тогда перейдем к следующей теме. У нас на этой неделе умер Chronoforge, к сожалению, без попыток восстановления. Что об этом думаешь? Я думаю, что Грейл и так все знал, и шанс очень маленький был на то, что они все-таки выкупятся, оживут.
Ну, ставка не сыграла, лично твоя. Деньги. Сыграла, 2 икса дала, подожди, каждый мог. Мы брали по 25, потом они пошли до 50, но уже все, потом они укатались. Но они 2 дня или 3 дня там, короче, торговались по $50. Так что почти сыграла. Но я ждал большего, конечно. Нормально. Я думал, что они будут там, знаешь, там что-то выставлять, что мы сейчас еще ищем кого-то. В итоге решили не тянуть резину, может быть, и правильно, как бы. Да, Если- но опять же, это проблема вообще Web3 гейминга, но при этом мы видим, как модель Risk-to-Earn работает хорошо, как у нас все происходит с Камбрией. Вот. И я думаю, что немножечко скучновато, медленно, и в этом была основная проблема. И, в принципе, после того, как они уже объявили о закрытии, там мне в рекомендациях высветилось несколько постов ребят, инфлов, которые говорят, что у них был доступ к этой игре еще год назад, и она за год никак не поменялась. То есть как будто бы разработчики якобы пишут, что они там меньше денег зарабатывали, но они там и меньше работали, и если за год ничего не поменялось, баги не фиксились. Ну, в принципе, опять же, возможно, фаундер либо команда действовала не совсем эффективно. Поэтому грустно за то, что такой хайповый проект, который мог показать что-то, умер, но выживают на таком рынке только сильнейшие. К сожалению, да, не выдержали Следующий они. у нас будет 77 бит. Я думаю, да. Я думаю, 77 бит там Следующие планируют. будут те, кто вылетели с абстракта гэмблинг приложения наши любимые. Фрэнки Го у нас вылетела. Все уже, Фрэнки Гоу Соответственно, тоже? РТП, если я не ошибаюсь, да, я такую инфу видел. У нас эти Гача ушла и кто-то еще. Ну, может, это временно, может, это как-то скрываются пользователями, которые выбирают, что им гэмблинг апки не показывают. Ну, я не знаю. Грубо говоря, у них там новое правило какое-то по РТП, пока они его не поменяют, как я понимаю, на портал их не вернут. Давай сейчас я посмотрю, их убрали, если они сейчас, в данный момент. Game of Chance. Так, гача есть. 2 игры от гачи есть. Фрэнки Гоу, если честно, не вижу. Вот Фрэнки Гоу, походу, убрали, действительно. Есть Фрэнки Adventures, есть. Фрэнки Adventure это на телефоне, это не... Ага, а Фрэнки Гоу в Coming Soon стоит. Ну, Coming Soon, потому что они должны поправить для соответствия. Ну, 77 бит, да, скорее всего, к сожалению, следующая игра, которая у нас умрет. Не знаю, чего они тянут. Может, что-то еще хотят, конечно, собрать, каких-то денежек, как-то попробовать. Да, конечно. В любом случае, я думаю. Так она по-честному, в принципе, поступила. Мог бы тоже, да, что-то придумать там, как бы. Ну, в принципе, могли как-то неправду сказать, либо умолчать, при этом оставить все как есть, там, за сервера платить, челы ничего не будут делать, они просто скажут, что наш тестовый сезон длится еще там сколько-то, покупайте там еще какой-нибудь пропуск или еще чего. Вот, окей. Поэтому есть как есть. Ну да, можем. Что ты ждешь на следующей неделе вообще? Какие у нас события есть интересные? Ну, я наконец-то дождусь какой-то конкретики по Нелко. Я думаю, что, возможно, они либо выйдут, либо какая-то токеномика выйдет. Вот, будет интересно за этим понаблюдать. В принципе, если брать абстракт, то, да, в принципе, Камбрия закончится. И на самом деле, когда закончится Камбрия на абстракте, это на самом деле для меня бычий показатель, относительно. Потому что прошлый раз, когда Камбрия закончилась, она раздала там порядка больше $1 миллиона, и это все получили пользователи абстракта. Они пошли заносить это в NFT, в токены, все пошло расти. И, в принципе, вполне себе такая история может повториться. А я жду, наконец-то, анонс уже от Луки про токен Пенгу, потому что я купил его на $3000, сейчас я где-то в нуле, там плюс-минус, может, в маленьком плюсе. Надо там смотреть, какая сейчас цена. Но жду, чтобы эта новость уже отыграла, потому что она как бы такая, знаешь, в рынок не заложена, потому что никто об этом там не знает, кроме там холдеров пингвинов, там и то не все холдеры пингвинов, только кто были на этом... Иглу митинге, потому что в Твиттере искали это не писать, никто и не писал в Твиттер, то есть никто не знает. Посмотрим, как эта новость отыграет, на следующей неделе расскажу. Надеюсь, что-то получится. Я думаю, что сейчас заложено в рынок именно то, что Пенгу катается, что будет разлог. Поэтому вот я и жду, как бы,
позитивный на это. Так, ребят, может, есть какие-то вопросы? И Ник, может быть, есть какие-то темы, есть какие-то проекты, которые ты хотел бы обсудить, рассказать, еще что-то? Так, я хочу поздороваться со всеми, кто нас смотрит Да, впервые. всем привет. В Твиттере тут ребята тоже пишут. Да, ничего конкретного не спрашивают пока. Если есть вопросы, ребят, задавайте. В целом будем рады ответить. Я думаю, мы с большего, много вещей обсудили, довольно-таки сжато и качественно, поэтому... Пишут, знаешь, что не дождетесь, фан-фараончик вам покажет еще про 77 бит. Когда свадьба, Ник спрашивает вопрос. А что свадьба? Не знаю, вот такой вопрос от Димы залетел в чат. Говорит, когда свадьба, Ник? Так, когда ждете своих гигачадов? Кстати, Деборе, да, дали гигачада у нас вчера. Кстати, хорошая история рассказать. У нас появилось много гигачадов. Даже те, кого я вообще не видел в своей ленте, теперь гигачады. Вот, поэтому я за всех рад, все молодцы. Я думаю, что мы следующие. Да, надеюсь. Слушай, не факт. Но хотелось бы. Сауси за мной следит, поэтому все нормально. Надеемся. Спрашивает Капас, как на таком рынке сделать life change? Ой, ну тяжело, но, наверное, там, если знаешь, ты там дроп какой-то. Инфа какая-то ранняя, которую не знают другие. Быть предприимчивым, рисковать в первую очередь. И, не знаю, учить математику. Математику? Ну, хотя можно не учить, можно, в принципе, GPT использовать. Но знание теории вероятности и прочего вам очень поможет. Да, ну, можно попасть, знаешь, под какой-то шальной такой дропчик, да, где такой-то проект такой неожиданно, который раздаст именно дофига. Типа search. Ну, вот, например, ну да. А так, ну, вот обрабатывать, но если, ну, стараться быть везде, скажем так. Скажем, только не засаживаться. На всех стульях. Да, но не как да. мы. Не в пенгу $3000. 100%. Но опять же, у каждого свой риск-ревард и своя стратегия. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Спрашивает, почему Ник не залетел в Камбрию, он уже отвечал, потому что решил, что выгоднее это время потратить на другие, ну, на другие проекты, скажем так. Правильно, Ник сказал? Да. Ну, опять же, мы вот в Войсе были с Майбаховым, который рыбачит каждый день с нескольких аккаунтов. И он сказал, что очевидно, что ты выносишь больше, чем если бы пошел в Камбрию играть, поэтому да. Вот. Так, есть ли еще какие-то вопросы? У тебя в чате нету? Давай, да, ну. Ребят, есть вопросы? Вроде нет. Всем все понятно. Что, можем У меня заканчивать? есть еще один проект на отработку, Life Change, я думаю, можно словить. Но я пока не буду вдаваться в подробности, я думаю, до конца недели постараюсь, подбить табличку, плюс-минус, провернуть то, что я хочу сделать, и если это работает, то, в принципе, я думаю, что я в своем канале это все запощу. Ну, пока я просто подсчетами занимался, сегодня ночью сидел. Это не поздно уже будет, когда ты нам эту инфу дашь? Не, ни в коем случае. Я думаю, не поздно. Ну, типа, как сказать, life change. Ну, то есть, если завести много аккаунтов, то да, а если парочку, то, в принципе, пару сотен, я думаю, можно забрать. Но, опять же, надо посмотреть, как это отработает, и не факт, что это отработает, поэтому я пока готов рискнуть. И, опять же, это, будет видно. Если будет результат, я поделюсь. Окей, будем ждать. Спрашивает, проект начинается на S, заканчивается на C. Да. И спрашивают еще, есть ли... Что ты говоришь? Спрашивают, есть ли новости про Руи? Ник, ты больше в этой теме. Ты, кстати, холдишь Руи? Да, холджу. У меня почти все залищены стоят. Я получил бейдж, кстати. Бейдж за то, что холдишь Руи больше 6 месяцев. Я легенда. Ничего себе. Только 10% юзеров вроде как его получили. Довольно-таки редкий бейдж, который ускоряет фарм их поинтов, если ты стейкаешь NFT. Вот. Ну, в целом, они билдят, они исправляют ошибки, они сейчас привлекают все больше и больше бета-тестеров,
И я думаю, что они плюс-минус на финишной прямой, запуск будет скоро. Запускаться очень скоро в плане прямо сейчас им не горит, в том плане, что сейчас все играют в Камбрию. Когда чуть-чуть все подостынет, я думаю, они и выйдут. Слушай, они еще и инфлов, да, так неплохо так собирают, если честно, вокруг Да, себя. да, В этом вот плане в они этом молодцы. плане. Да, у них хорошая команда. Ну, то есть, я не знаю, VQ очень крутой фаундер, в моем понимании. Классные вещи делает и классных людей вокруг собрала. Вот, Знаешь, что мне только поэтому единственное не нравится в их NFT, если типа supply. Вот если бы у них был бы supply, да, 3000, было поинтереснее бы если бы все. его на минте порезали, ну, как бы да. Ну, вроде как вообще там 10 тысяч должно было быть изначально, его ведь порезали. Да вообще, куда такой supply? Ну, да, да. Поэтому посмотрим. Ну, как бы, если сравнивать с Web3 плейбойсами, да, это большой supply. Если сравнивать с гигаромами, ну, как бы это чуть меньше supply. То есть, в принципе, ну, нормально. Ну, можно жить, но просто на абстракте-то да, многовато, столько юзеров нет. Но сейчас они стоят там по $100, в принципе, можно набирать. Я думаю, под игру, под остальное, опять же, все зависит от того, какой utility перекрутят, сколько будет юзеров в игре и, ну, какой хайп будет на этом всем. Опять же, на хайпе рекомендую фикситься. Игра вышла, если у вас там есть какая-то позиция. Вы увидели там 2-3 икса на NFT, часть продайте, хотя бы в безубыток, ну, может быть, даже в плюс. Ну, что-то я бы оставил в любом случае, потому что у проекта перспектива есть. Но вот если вы так хотите поступить, то, в принципе, оптимальное решение там купить 4 штуки, выросло там в 2-3 раза, 2 штуки продали, может, даже 3, одно оставили. Abstract XP фармится. Кстати, Abstract XP за них вроде как вообще хорошо дают. А, кстати, вот Вот. такой вопрос по Abstract XP. Чтобы получать Abstract XP, надо только стейкать ее? Или вот ты залистил, ты получаешь за нее за них А XP? фиг его знает. Ну, как бы сильно не меняется у меня. Они заличены, не заличены. Я думаю, не особо важно. А что-то дает стейк? Просто типа внутриигровые там И бонусы? внутри поинты получаешь. Мгм, мгм, А эти поинты, скорее всего, потом как-то будут в игре. мгм. Вот так, короче, оно работает. Ну, хотя, Да. может быть, и больше XP дает. Ну, непонятно. Непонятно, скажем. Может быть больше, может быть, но я думаю, что не прям, скажем так, ну, условно, там 1000 и 1500, вот такое будет возможно. Но, возможно, и вообще нет разницы. Согласен, согласен. Окей, будем заканчивать. Спасибо тогда тебе. Завтра зальем это на YouTube. Ребятам, кто смотрит на YouTube, привет. Спасибо, что Да, смотрели. всем Ребята, да, Ну ребятам, и, кто кстати, смотрит. про RUI дополнить, просто я хочу Давай. пояснить. Я бы оставил свои NFT в стейкинге в том плане, что, ну, как бы, если бы я купил флорные NFT, то я бы их оставил в стейкинге, потому что сейчас не мой таргет выходить, условно, там, только в случае, если бы мне там где-то деньги понадобились, я бы их там в битку либо просто листил, ну, условно, продавал, да. А я выставил, у меня же осталось 4 руи, но они все 4 редкие, которые там, ну, Ага. нормальных денег стоят. И поэтому как бы я их выставил, чтобы они там месяц висели. Возможно, какой-нибудь коллекционер придет и какую-то одну из них купит. Я тогда остальные уберу. Ну, то есть вот, у меня есть Spirit Demon, у которых всего 23, у меня есть чел с крыльями, у которых всего 25. Ну, то есть, в принципе, их за 0,2 эфира вполне себе могут взять, ну, в моем понимании. Вот, поэтому, если возьмут, я буду рад. Остальное все уберу с листинга. Если не купят, ну, тогда я посмотрю, что да как. Мгм. А Может, анстейк там моментальный, да, правильно? Мгм. Окей, окей. Спасибо за инфу. Надо будет задуматься, может, тоже себе руи взять. У меня просто нету. Подумаю об этом. Тогда будем заканчивать. Всем, ребята, спасибо, кто был на стриме, кто смотрит записи. Спасибо, Нику. спасибо Увидимся. всем большое. Да, на следующей неделе увидимся. Тогда не заканчивай стрим, я сейчас сделаю Хорошо, без запись. проблем. Все.